Приветствую вас на канале Леди Молодость. Сегодня мы говорим про лечение народными средствами таких болезней, как простуда, грипп или острые респираторные заболевания. Сейчас все вирусы мутируют, и это никому не секрет. Например, я в этом году летом переболела очень странным заболеванием, непонятным, то ли это было острое респираторное, то ли это еще что-то было, но очень нехарактерное, как это было раньше. И это был кашель, это был бронхит. И совсем недавно у меня точно так же заболел сын, и опять начался бронхит, начался кашель, и тогда я подумала, что теми средствами, которыми я пользуюсь, я хочу поделиться с другими людьми, чтобы им тоже эти средства помогли. И в тот момент, когда у нас начинается кашель или ломота со стороны лопаток, со стороны бронхов, то отличным средством является горчичная лепешка. То есть я сразу про нее вспомнила, я сразу захотела ее сделать своему сыну. И сейчас я хочу поделиться с вами, как это делать. Использование горчицы в компрессах, оно оказывает местное согревающее воздействие и противомикробное. В горчице очень много полезных свойств. И при этом усиливается кровообращение. Я, например, положила на бронхи эту лепешку и сзади на спине, минуя область сердца. Не забудьте, что на сердце накладывать ни в коем случае нельзя, ни со спины, ни спереди. И у нас начинается глубокий прогрев мягких тканей. И такой компресс начинает расслаблять мышцы, оказывает обезболивающее воздействие, противовоспалительное воздействие. Такие компрессы просто отлично помогают при кашле. Можно пользоваться даже для детей, наших деток лечить. Такие компрессы будут прогревать и оказывать отхаркивающее воздействие. Просто запомните, какие есть показания и какие противопоказания. Показания к применению: простудные заболевания, кашель после острого респираторного заболевания и инфекций, бронхит в стадии ремиссии, воспаление органов нижних дыхательных путей, воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата. То есть, например, поясница болит, вы тоже можете сделать горчичную лепешку. Растяжение мышц и связок, невралгия, радикулит, ревматизм. Это показания к такой лепешке. Противопоказания – это вирусные инфекции верхних и нижних дыхательных путей в острой фазе с наличием температуры. То есть, если есть температура, тем более высокая, мы ни в коем случае не прогреваем. Мы тоже это знаем про горчичники. Горчичники мы не ставим на высокую температуру. Здесь то же самое. Ну и, естественно, нельзя ставить, если есть нарушение кожного покрова, то есть раны, рубцы, экзема, псориаз, нейродермит. То есть при таких заболеваниях, конечно, это противопоказано. Дальше, если есть такой бронхит в острой активной фазе, нужно обязательно консультация врача. И, конечно же, в острой фазе вообще ни при каких заболеваниях мы не прогреваем тело. Или, например, гипертония, сразу высокое давление, тоже мы это не делаем. Астма в активной фазе нельзя. Повышенная склонность к аллергическим реакциям, компоненты, например, я ее делаю с медом. Вот, например, если аллергия на мед, то, конечно же, нельзя делать. Если есть опухоль, онкология или психическое заболевание, тоже не ставим. При наличии противопоказаний применение горчичных компрессов возможно только с разрешения врача. Через 1 минуту вы увидите, как я сделала эту лепешку за 1 минуту. А сейчас пока расскажу, что входит в этот рецепт. 4 компонента лично я беру: большую ложку горчицы, большую ложку муки, дальше подсолнечное масло, просто столовая ложка. Или столовая ложка, или
чайная ложка меда. То есть я делаю на мед, чтобы меньше было какого-то такого раздражающего, обжигающего воздействия. Тут с медом получается щадящее, но опять же при аллергии обратите внимание, на мед нельзя, то есть пропускайте мед. Дальше все это замешивается, и такую лепешку я раскатываю на пищевую пленку. Сейчас я вам это покажу. Дальше кто-то рекомендует разогреть в микроволновке эту лепешку или прогреть. То есть до того, как положить, я просто накрываю с другой стороны тоже пленкой и просто кладу руки, разогреваю руки до горячего состояния. У меня очень мощная энергетика, потому что есть сверх такие чувствительные способности, когда я могу, например, своих близких лечить. И поэтому руки у меня очень мощно работают, но у вас тоже будет работать, если вы даже вот так до горячего состояния разогреете и положите на эту лепешку, она через буквально 1 минутку уже будет теплая. То есть нам нужно ее в теплом состоянии положить на грудь больному, то есть я в зоне бронхов, вот в этой области кладу, минуя сердце, еще раз говорю, и сзади на спине. Дальше все это укутывается шерстяным платком или шалью, то есть очень теплым. Взрослым можно держать час или 2, детям полчаса, ну можно чуть-чуть побольше, но что здесь надо смотреть, чтобы эта лепешка не привела к ожогу. То есть чувствительность у всех разная, абсолютно разное восприятие. Если вдруг вы положили и предупредите ребенка или взрослого о том, что должно прогревать, а может печь. Если начнет печь, то не надо сильно долго терпеть. То есть немного потерпеть, ну где-то полчаса может быть, и дальше можно снимать. Но, например, в моем случае и также моего сына примерно час спокойно лепешка грела, прогревала. И уже после того, как мы все это сняли, конечно же, нужно все это промыть, очистить остатки. И еще один момент. Лепешку нужно накладывать на тело не сухое, то есть намажьте растительным маслом это место, а потом уже эту лепешечку, и сверху пищевая пленка, и потом закутываем шалью. Ну и посмотрите, как этот рецепт я сделала. Для этого нам нужны ингредиенты в равных частях. Мука, подсолнечное масло, горчичный порошок. И все это мы берем по 1 столовой ложке. Здесь у меня уже есть 1 столовая ложка муки. Добавляем 1 столовую ложку горчичного порошка. Одну столовую ложку подсолнечного масла. И я добавлю немного меда. Можно это без меда делать, но можно с медом. Я решила с медом. Мед натуральный, каштановый, привезенный с региона Сочи. Свежий, очень вкусный. И замешиваем такую лепешку. Смотрите по составу, то есть у меня она сейчас получилась очень жидкая. То есть если у вас такие ингредиенты, что тоже жидкое, соответственно, надо добавить побольше муки и побольше горчичного порошка. Поэтому добавляю. Нам нужен замес до лепешки. Вот у меня получилась лепешка. Лепешку нам надо выложить на пищевую пленку. Выкладываем на пищевую пленку и раскатать ее, чтобы она была равномерная по площади. И вот эту лепешечку мы прикладываем на бронхи, либо сзади можно, только обходим всегда зону сердца. Здесь потрясающее количество полезных веществ, и эта лепешка помогает как от сухого кашля, так и от влажного. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Я желаю вам крепкого здоровья, не болейте,
Занимайтесь, закаляйтесь и будьте счастливы.